Всем шалом! Сегодня у меня для вас очередной мини-отзыв на игру, присланную в мою кураторку под названием Arena Breakers. Это инди-проект о боях на наземных дронах с разрушаемым окружением и прицелом на PvP. Игра создается одним человеком и доступна по программе раннего доступа Steam. Итак, начну с очевидного. На данный момент это скорее технодемка, нежели игра. Никаких разных режимов, вопреки описанию, пока что нет, только дезматч. В будущем планируется захват флага, разрушение базы и, возможно, что-то еще. Но сейчас, по словам автора, в приоритете сбор фидбэка, оптимизация и полировка того, что уже есть. Из противников на текущий момент можно добавить максимум 4 ботов. Также к матчу могут подключиться и другие игроки. Но проблема в том, что за месяц релиза пик онлайна составляет 1 человек. То есть шансы поиграть против других игроков стремятся к нулю, если только вы не уговорите кого-то из ваших друзей купить игру вместе с вами или не найдете второго фаната наземных дронов на форумах. По умолчанию в игре одна не слишком удачная карта. Во встроенном кривеньком редакторе можно создавать и свои, но объектов для размещения минимум. Особо не разгуляешься. Помимо расставления домов, кустов, бочек, горячих машин и прочего хлама, можно изменить и размер карты. Есть разные варианты погоды, что добавляет хоть немного разнообразия. Боты видят и стреляют через дым, траву, кусты и стены, но при этом ИИ достаточно примитивный и особого челленджа они не составляют. Самой стрельбе не хватает веса и импакта. Возможно, поддержка контроллеров с виброотдачей могла бы частично скрасить впечатление. На геймпад тот по дефолту не работает, курки срабатывают, но стики отключены. Что, кстати, упущение, учитывая, что многие дроны в реальной жизни управляются с самых обычных контроллеров, но никак не с клавиатуры и мышки. В игре нет никакой фоновой музыки. Звуки взрывов моторов и ветра простенькие, но со своей задачей справляются. Графика сильно не впечатляет, но на ультра настройках картинка вполне приятная. Разрушаемость имеется и довольно неплохая, хоть отнюдь и не полная. Проделать здоровенную дыру в стене миниганом и проехать через нее можно, хоть практической ценности в этом пока что немного. Но сравнять дом с землей полностью не выйдет. Каркас здания останется стоять. Также некоторые объекты разрушаются хуже, чем должны. Взрывающиеся бочки наносят минимальный урон окружению. Скосить траву или развалить деревенский сортир сложнее, чем кирпичную стену, а машины и вовсе не разбираются. Было бы круто, если бы обломки не исчезали так быстро, но это бы сильно било по производительности. К слову о ней. Производительность на моей системе приемлемая даже на максималках. Особых просадок ниже 60 кадров не замечал. Из железа у меня RTX 2080 Ti, процессор i7-8700K и 32 гига оперативки. Разрешение 1200p. Из багов заметил только один. Настройки графики не сохраняются и сбрасываются при каждом выходе. В игре присутствует кастомизация дронов и возможность выбора снаряги, но широта опций не впечатляет. 3 варианта орудий, 3 вида тушки, влияющих на скорость и броню, 5 пассивных бонусов, вроде увеличения брони, скорости и урона, а также много камуфляжных паттернов покраса, не блещущих цветовым разнообразием. Понятно, что в реальности цвета камуфляжа вырвиглазными не бывают, но было бы неплохо добавить хотя бы больше одноцветных вариантов, вроде темно-синего, темно-серого, темно-зеленого, коричневого и песчаного, без камуфляжа, вместо некоторых практически одинаковых паттернов. Сейчас из некамуфляжных скинов есть только дефолтный черный. Из пушек в наличии следующие опции. Первое — это мощный пулемет Браунинг 50-го калибра без вспомогательного орудия и с наиболее ограниченным боезапасом.
Второе — это слабенький, но крайне скорострельный миниган с малокалиберным вспомогательным гранатометом на 8 снарядов. И третье — это пулемет того же калибра, что и миниган, но с меньшей скорострельностью, зато с наибольшим боезапасом и мощным противотанковым гранатометом на 2 снаряда. На уровнях можно подобрать лечение, щиты, батарею, пополнять патроны и находить специальное вооружение. Все это добро падает с убитых противников, из сбросов с воздуха и скрывается в некоторых разрушаемых объектах. От спецоружия толку мало. Мины и вызов авиаудара на себя практически бесполезны. Выручают только подбираемый гранатомет с большим боезапасом. Всяких туров нет, что несколько странно. Как подбираемое доп. Оружие с одной ракеты, его можно было бы добавить. У проекта есть потенциал, но, к сожалению, в текущем виде я его порекомендовать никому не могу. Да, это не типичный asset flip или нейрохлючево, которые обычно присылают мне в кураторку, что приятно удивляет и подкупает. Разработчик ведет соцсети как минимум с прошлого лета, выкладывает апдейты, делится прогрессом, анонсами и дорожной картой, оставляет контакты, чтобы с ним можно было связаться, чем я и воспользовался, отправив ему свои вопросы на почту и получив подробные ответы в течение суток. Плюс, насколько я знаю, движок Unreal Engine 5 не поддерживает разрушаемые окружения из коробки. А это значит, что разработчик заморочился и закодил разрушаемость самостоятельно, что не просто и, конечно же, похвально. И именно из-за этого рекомендация в моих кураторках будет нейтральная, а не отрицательная. Однако проблема в том, что саму игру на этом техническом фундаменте пока что толком не выстроили, а дезматч против 4 глуповатых ботов начинает изживать себя минут через 15-20. Если разработчик не забросит проект, а будет потихоньку допиливать кор-механики и добавлять больше контента, из Arena Breakers все еще может выйти занятный инди-экшен. Вообще, я с удовольствием бы поиграл в какую-нибудь синглплеерную игру, где на дроне надо заниматься огневой поддержкой пехоты, эвакуацией из-под огня раненых, заходить на стелсе в тыл противника и уничтожать броню, но прекрасно понимаю, что тут проект совсем другого типа, масштаба и ценового сегмента, а потому ожидать чего-то кроме самых стандартных PvP режимов не стоит. Учитывая, какая доля проектов доживает до выхода из Early Access и какой процент доживших становится в итоге интересными играми, тратить деньги на текущий момент я не советую, если только вы не дикий фанат НРК и не хотите проспонсировать проект, осознавая риски. Даже с учетом не самой высокой цены, тут просто нет контента на эти деньги. Разработчик, по его словам, начал этот проект как эксперимент, но постепенно он дорос до релиза в Early Access. Он работает над ним в одиночку, в свободное от основной работы время, а потому надеяться на быстрый прогресс разработки не приходится. Тем не менее, это означает, что дальнейшая судьба разработки не так сильно зависит от сиюминутного успеха или неуспеха проекта, хоть интерес к нему со стороны игроков и мотивирует разработчика на работу. В любом случае, желаю создателю прогресса в разработке и дальнейших успехов в геймдеве. А вам спасибо за просмотр, хорошего дня, хороших игр, поменьше дронов в реальной жизни и до скорой встречи.